Сегодня речь пойдет про очень важную тему. Это как летом в горах выше 2000 одеваться. Почему выше 2000? Потому что обычно походы в Альпах, они на высоте около 2000 и выше, 1700, 2500 и так далее. И там, когда выходит солнце, очень жарко, когда приходит тучи, сразу холодно становится. И когда идешь с рюкзаком, перегреваешься, грубо говоря. Поэтому я на своем опыте покажу, что у меня есть и как я одеваю. Значит, я одеваю вот такие вот майки с прямой молнией и с длинными рукавами, то есть не с короткими. Молния тебя вентилирует, рукава защищают от ветра, от солнца и так далее. И стараюсь брать вот такие вот продуваемые. В общем, майка умещается в кулак. В такой одежде я иду снизу наверх. Теперь по разной одежде, по разным кофтам, какие у меня есть. Значит, это моя старая кофта. Она из флиса. Перед даже у нее усиленной сеточкой вот такой вот. А боковинки у нее были из тонкого материала. И здесь тоже вот сзади. Да. Хорошо, но жарко. Я в ней давно перестал ходить. Больше 3 лет назад, наверное. Последний раз одевал 4 года назад. Значит, прошлый и позапрошлый поход я прошел в этой флисовой кофте. Я беру их на размер больше, чтобы они были свободные. Значит, смотрите. Она вот из такого материала. Она почти полупрозрачная. То есть флис, который идет вот такими штучками. Просто супер. Она защищает от солнца и от небольшого ветра. У нее гигантская передняя молния, прям до живота. То есть ты раскрываешь, тебе охлаждаешься. И у нее капюшон от ветра, потому что у тебя голова намокает, и ветер дует, сразу становится холодно. Маленький дождик выдерживал, мокнет. В ней было жарко. Какие минусы в ней были? То есть, в принципе, ты в ней идешь целый день и нормально. Но если чуть повыше и солнце скрывается, становится холодно, она продувается. Я придумал такую штуку, что я брал с собой вот такую маленькую жилеточку. Сами видели, она практически ничего не весит. И вся спина у нее прозрачная. То есть ты ее накидываешь и идешь. Но, чтобы ее накинуть, надо снять рюкзак. Но наверху нормально было. То есть ты ее можешь полностью расстегнуть, а потом застегнуть. В общем, она как мой запасной вариант. Потому что она ничего не весит. И убирается в собственный кармашек. Но опять-таки говорю, ее надо доставать, убирать и так далее. Напрягает. Иногда идешь, и солнце ушло, и там ветер подул и так далее. Думаешь, какой рюкзак, не хочу ничего снимать. В общем, ничего не весит. Да? Вот. И испытал следующий вариант. Значит, кофта. У нее перед и плечи защищены. И опять-таки почти такой же тончайший флис, как там, только здесь полосками он идет. А на этой кофте он немножко другой, можно даже сравнить. Вот. То есть на этой кофте его меньше, этого флиса. Это Соломон. Сейчас у них Outline версия, а это я даже не помню какая. Polartec Grid они назывались раньше. Сейчас такой уже нет. Сейчас Outline. То есть здесь, то же самое, в общем, ничем не хуже, а только лучше. У нее защита от ветра есть. И капюшон уже не продуваемый. В этой кофте в моем видео я ходил на ледник. Там, где был ветер с ледника, холодный. И плюс у нее, значит, про это не рассказал, значит, куда пальцы прятать. То есть, вот так одеваешь, и у тебя получается полуперчатки. Вот. И получается полуперчатки, или даже вот так идешь.
Здесь у тебя палки. Палки. И нормально. Перчатки не всегда нужны. Жарко расстегнул. Но внизу жарковато. Жарковато, то есть я ее полностью расстегивал, даже так закатывал по краям. Благо спина у нее полностью продувается, просвечивается, поэтому не жарко было. То есть не сильно жарко, не перегреваешься практически. Внизу только. Но ты можешь идти как и наверху, так и внизу. То есть спускаешься вниз, какие-то ущелья, овраги, где ветра нет, поднимаешься наверх. Раз, одел капюшон. Но я всегда в кепке, поэтому у меня как бы голова уже защищена, поэтому ты просто она мокрая, холодная, и ты одеваешь, и все. Спина, конечно, мокрее, от рюкзака всегда будет спина мокрая. И даже шорты намокают. Нашел такой минус, что иногда ты идешь, и сильный ветер, и у тебя холодно с задницы просто. Потому что пот стекает и стекает на шорты. Шорты все мокрые сзади. И именно холодно с задницы. И третий вариант, который я испытал вот в последнем походе, это вот такая кофта от Патагонии. Она не из флиса, но она практически ничего не весит, не занимает. Смотрите. Она размером в 2 раза больше, чем эта жилетка. Но это полноценная кофта, причем из такого материала он тянется и ну, как бы тонкая синтетика. То есть он и если промокает, дышит, и высыхает, и даже от небольшого ветра, и плечи у нее закрыты, а вот уже как бы кончики рукавов у нее из тончайшей синтетики. Огромный плюс — это молния до живота, причем молния двойная, то есть снизу сверху. То есть расстегнул снизу, расстегнул сверху, и нормально тебе. Шея тоже дышит, и капюшон немножко усиленный сзади. То есть вот он усиленный сзади. Это даже я ни разу не видел, что это такое. Даже понятия не имею. На кармашек похоже. Может, ее сюда же убирать можно. Скорее всего, так и есть. Да? Хорошая вещь. Тоже в моем видео последнего похода можно пойти. Мы поднялись в ней, я целый день в ней шел, и мы поднялись на перевал. Холодный ветер был, очень холодный, было холодно. Но в ней было, ну, не жарко, но и, короче, терпимо. Вот хорошее слово, терпимо в ней было. Ничего не могу сказать. Я считаю, что это однозначно одна из лучших вещей, которые у меня были. Она вообще ничего не занимает. И для низу, и для верху. Мне не жарко. То есть, если я иду в поход, вот как сейчас я ходил, у меня их две. Одна промокла, одел другую. Это промок. Или эту вечером одел. В общем, комбинировать можно. И отличный вариант. Эту проверил наверху, было просто супер. На ледник поднимался. Эту проверил и внизу, и вверху. В принципе, в это я шел все время. В это я шел только 2 дня. И 5 дней я был в этой кофте. Было отлично. И последний вариант. Немножко забросил эту кофту. Почему? Почему? Теплая немножко. То есть, если куда-то осенью уйти, я бы взял ее. Это вариант от Нарона. Навороченная вещь. У нее молния тоже сверху, снизу. У нее защита верха. И теперь самый плюс. У нее здесь Polartec Alpha. Polartec Alpha, он греет мгновенно тебя. Ну вот отваливается он, да? То есть это она взяла все лучшие качества предыдущих. И Polartec Alpha, причем на плечах и спереди. Защита от ветра непродуваемая, короче. Спина вся дышит. Капюшон тоже Polartec Alpha. И здесь есть прикол. Как бы маска. То есть капюшон маска. Ты натягиваешь, и у тебя защищает еще лицо от ветра. Их не выпускают больше. Это 3 года назад я купил. В принципе, одевал 2 или 3 дня. И вот с тех пор она в шкафу висит. Почему? Потому что жарковато. То есть вот этот Polartec Alpha, наверное, нужен, когда тебе совсем холодно идти. Мне было в ней жарко. Но наверху супер, конечно. Я на перевале, на леднике, где-то под 3000 метров, минут 40 ждал Максима. Только в ней. Продувался, но было терпимо. Рукава у нее разные.
Спереди флис. Это мерино с. Рукава такие у нее из синтетики. И теперь самый прикол. То есть у нее спина-то вся нормальная, но у нее низ спины, низ. Здесь такая юбка есть, которая мешает. То есть у нее получается самый низ этой куртки, он тоже сделан из флиса. И спина, там где задница, она тоже сделана из Polartec. Вот здесь просто супер. Она закрывает тебе задницу мокрую, где у тебя по спине пот стекает. И тебе не холодно. Ну просто, еще раз говорю, сочетание всех лучших вещей. То есть вот у нее получается спина вся дышит, а низ куртки именно сзади, он защищен непродувайкой и флисом. Жалко их не выпускают, я бы сразу накупил. Ну, как минимум 2 надо иметь такие. Снашиваются. После похода от рюкзака и так далее. Но не использовал давно, то есть хотел ее взять сейчас, но купил эту тончайшую. Тончайшая лучше, чем это. Это все-таки на потеплее. Может, на погоду, когда ветреная, или там осень, весна, или еще на выше высоты, но супер. Вот такой темой хотел поделиться, потому что когда ты идешь целый день с рюкзаком, очень важно, ты не будешь его снимать, тебе, ну как бы лень тебе его снимать, тебе иногда негде его снимать на дороге, ты прешь и прешь. И когда ты вышел куда-то наверх, тебе сразу становится холодно, тебе хочется одеть какую-то куртку теплую, а если ты ее снял рюкзак, надел эту куртку, дальше идешь, тебе надо эту куртку снимать. Поэтому вот в таких вариантах или с жилеткой, да, это самая лучшая комбинация. И вот в таких вещах тебе и не жарко, не холодно. Жарко, рукава закатал, раскрыл ее полностью. Ну, идешь как бы немножко жарковато, но нет такого, что ты потеешь и от перенагрева умираешь. Потому что есть люди, они идут в куртках, и куртки расстегнуты, они под ними просто мокрые. И вот они залазят наверх, еле дышат, просто пот по ним течет. И, ну, они все мокрые, то есть куртка мокрая, мне нельзя наверху стоять, можно заболеть. Тема важная. Но вот это просто супер. Я как бы не знаю, с чем ее сравнить. То есть она просто легчайшая, прозрачная и просто супер. Как бы, какой можно было бы у нее, как бы ее улучшить можно? Под рукавами и на спине сделать маленькие дырочки. Или я бы по всей спине сделал вставку из такого же материала. Ну, чтобы немножко продувалось, пот выводить. Задница у нее прикрыта, здесь все хорошо. Ну, а так одна из лучших вещей. Вот. На все как бы высоты. Это все-таки на высоты повыше, на раннее утро. Ну, вот я последний день в ней шел. Вниз отлично, как вышел на солнце, я начал перегреваться в ней. Потому что она реально же, я расстегнул, но можно расстегнуть. Но зато вышел наверх, подул ветер, раз ты ее застегнул, все, проблема решена. В это ветер доводил, то есть ты прешь вверх, она мокрая, высыхает, но если сильный ветер, она продувается. И вот тогда я начал использовать с ней вот этот вот жилет, но тогда жилет надо сразу одевать. В общем, вот такая заметка. Что еще сказать? У этой плюс, что были когда-то осадки были, маленький такой дождь моросит, ну ничего страшного не было. Здесь то же самое, моросит дождь, ничего страшного. В это я даже попал на перевале под снег, то есть шел снег. Сначала мокрый, потом наверху сильный снег, потом вышло солнце, все это растаяло. В ней было нормально. Очень сильный ветер был, я вот это все надел наверх, на голову. И примерно так полчаса стоял, и как бы ничего не случилось. И снизу тонкая майка должна быть обязательно. Тончайшая, вот с такими, желательно всякие перфорации и так далее. Делает фирма Комpressport. Ну, у них на спине какая перфорация. Так, да. Делает фирма Комpressport. Супер вещь. Вообще ничего не занимает. Просто. Вот. Такая тема. За всем прощаюсь. Отключаюсь.